Всем привет, ребята! Сейчас расскажу, как прокачать старый, убитый и шумящий кулер так, чтобы он стал просто нормальным кулером. Все очень просто. Хочу предупредить сразу, что не у всех такие кулера, как у меня. То есть то, как я буду разбирать свой, а он далеко не самый новый, это не означает, что точно так же придется делать и вам. Есть определенные различия, но они минимальны. Но я думаю, что если что, вы уже разберетесь по ходу. Что нужно для разборки? Реально нужно всего ничего. Например, вот обычный пинцет для ногтей. У меня есть скальп, но желательно иметь просто какой-нибудь тонкий нож. Все равно, да даже если не тонкий, если у вас более-менее аккуратные руки, вы сможете все сделать. Желательно иметь вот такие вот ватные палочки для ушей, иметь спирт для протирки самого кулера и желательно масло. Жидкое, не густое, и у меня вот даже, например, есть силиконовое масло специальное для кулеров и для открытых механизмов. Первым делом осматриваем наш вентилятор. Если на нем где-то собрался войлок, туча пыли, просто сдуваем это, чтобы не мешало в работе, и делаем следующее. Если сам вентилятор не достается сам по себе, то значит его что-то держит изнутри. А вовнутрь можно добраться с обратной стороны. Вот, например, у меня есть вот такое вот резиновое стопорное кольцо. Хотя даже это не кольцо, а просто заглушка. Вот эту резиновую заглушку мы аккуратно поддеваем и снимаем. Под заглушкой мы находим вот такое вот стопорное кольцо. Повторюсь. В вашем вентиляторе может быть все немножко иначе, но смысл все же тот. У меня стопорное кольцо пластиковое и с небольшой прорезью в одной стороне. Его нужно снимать очень аккуратно, не пытаться поддевать сразу целиком, иначе оно может просто лопнуть и вентилятор вы обратно не соберете. Поддевать нужно следующим образом. Проводим лезвие, либо даже иглу в эту прорезь и пытаемся поднять только одну сторону этого кольца, чтобы не все кольцо сразу выпрыгивало. Но это получится сделать не с первого раза. Стопорного кольца теперь нет, и осталась только маленькая резиновая заглушка, которая не дает маслу вытекать. Убираем ее сразу, чтобы не потерять. Потому что сейчас можно было уже достать вентилятор, и если бы мы его достали, то это колечко было бы потерянным. А у меня, кстати, есть еще и второе такое же кольцо. Тоже на всякий случай достаем. Аккуратно и не теряем. Сам вентилятор теперь у нас в руках. Здесь будет туча пыли, туча войлока, вы все это выдуваете и можете даже пойти помыть с мылом под проточной водой, ничего плохого не случится. Но только если в этом вентиляторе нет вот таких вот электрических катушек, как здесь. В моем случае они находятся здесь, в некоторых конструкциях они находятся внутри вентилятора. Тогда делаем следующим образом. Здесь как раз и нужны нам ватные палочки. Сухой ватной палочкой хорошенько все везде протираем. От пыли, от войлока, абсолютно, чтобы ничего там больше не было. А потом той же самой ватной палочкой, но смоченной в спирте, протираем все заново. Спирт нужен для того, чтобы снять масло, которое было до этого. Вот со спиртом как раз нужно очень тщательно. Все то же самое повторяем и с вот этой вот частью вентилятора. Я ее называю просто корпус. Берем ватную палочку и вот здесь вот внутри стараемся по максимуму достать всю пыль, весь войлок, который там собрался, и абсолютно всю грязь. Потом снова-таки, промочив в спирте, убираем смазку. Все то же самое повторяем и с обратной стороны, там где у нас были стопорные кольца и все вот эти вот заглушки. Там тоже есть масло и грязь. Там их быть не должно. Все, собираем обратно. Но перед тем, как собрать логично, здесь должно быть масло. Как я уже говорил, у меня вот такое вот специальное масло. Оно силиконовое и специально предназначено для вентиляторов и открытых механизмов. Те, которые подвержены каким-то погодным условиям. По типу повышенной температуры, которая у нас как раз есть. По типу влажности, которая тоже у нас бывает, если вы чай проливаете, и так далее. Что мы делаем? Открываем, взбалтываем. И немного отнеся от себя, направляем масло сюда. А если у вас не спрей, а обычное масло, то я советую воспользоваться теми же ватными палочками. Вы промачиваете масло на ватные палочки и аккуратно, абсолютно везде его наносите на вентилятор и на вот этот механизм. Вот показываю с спреем. Оп. Раз, два.
Все, масла здесь уже очень много, поэтому я сразу возьму ватную палочку и хорошенько ватной палочкой его размажу, чтобы оно не собиралось в комки, чтобы оно было абсолютно везде. Так, здесь есть. И то же самое вот здесь вот тоже нужно сделать. Промазать хорошенько маслом. Но ни в коем случае масло не должно касаться катушек и электронных элементов, которые здесь есть. Так, повторяем то же самое с обратной стороны, на всякий случай вот здесь. А теперь посмотрите внимательно. Я промазал маслом, и у меня нет никаких луж, нет никаких больших капель этого масла, их ни в коем случае не должно. Должно быть просто все блестящим, как помазано маслом. Окей, смазали, собираем обратно. Что мы делаем? Вспоминаем, в какой последовательности что у нас было. Одеваем вентилятор на механизм, точнее на электронику. И здесь как раз таки нам нужны пинцеты, либо хотя бы один пинцет для ногтей. Берем одно кольцо, маленькое кольцо, и одно за другим насаждаем его с обратной стороны. Очень аккуратно, чтобы оно не порвалось и не сломалось. Осталось одеть последнее кольцо, которое стопорное, которое как раз держит саму вертушку вентилятора. Одеваем точно так же пинцетом, просто давим с двух сторон одновременно. Оп, все, одето. Здесь стоит не бояться приложить немного сил. Все, теперь закрываем сам механизм, включаем вентилятор и проверяем свою работу. Если вентилятор тихий, не шумит, не дребезжит, то я вас, ребята, поздравляю, вы все сделали правильно. И я тоже молодец, что вам это рассказал. Если мой гайд вам понравился и помог, то, пожалуйста, поставьте лайк и напишите об этом коммент, мол, Руди, давай еще. И в следующий раз мы с вами что-нибудь еще прокачаем. Ну а если я в чем-то не прав, то можете поставить дизлайк, но тогда обязательно тоже напишите коммент, в чем я не прав. А иначе это будет просто пустое бурление говен. Меня зовут Руди, мы с вами еще обязательно увидимся. А вы подписывайтесь на наш канал, здесь есть даже красивая аннотация. Ставьте лайки и смотрите другие наши видео, тоже здесь по аннотации. Мы с вами еще обязательно увидимся, так что всем до встречи и пока.